Игры и отношения. Добро и зло. Правда и ложь. Здравствуйте. Сегодня с вами шоу «Кореша» и наши постоянные эксперты Олег, Егор и Ян. Поехали. Привет, ребята! Сейчас я буду читать вам разные истории, связанные с отношениями и компьютерными играми, и как они так или иначе аффектят на отношения. Если вы солидарны с автором и считаете, да, что парень не прав, вы понимаете красный флаг. Если вы нейтрально относитесь к ситуации и вас не тронуло, вы думаете, не все так однозначно, так сказать, то понимаете желтый флажок. Но если вы считаете, что автор не прав, и вы на стороне ее мужа или парня, например, то поднимаете зеленый флаг. Мы с женихом, мне 27, ему 25, с января откладывали деньги на свадьбу и медовый месяц. За полгода общими усилиями накопили $800. Месяц назад он загорелся идеей купить мощный игровой компьютер, как у его друга. Сначала я была против, но после долгих уговоров сдалась. Когда привезли не только системный блок, но и профессиональный стол с креслом, выяснилось страшное. Он потратил абсолютно все наши сбережения, все $800, включая мою долю. Но мои претензии он лишь бросил. Я скоро все отработаю. Прошло 2 недели. Ситуация стала невыносимой. Он буквально не встает из-за стола. Наш график полностью разошелся. Он играет всю ночь до 5 утра, а просыпается в 2 часа дня. Он перестал заниматься домашними делами, почти не моется и даже забросил работу на удаленке. Теперь я чувствую себя не невестой, а официанткой. Он заговаривает со мной только когда хочет есть или пить. Я боюсь, что его уволят и не знаю, как вернуть его в реальность. Мечтаю просто сжечь этот компьютер. Что мне делать? Как вы считаете, вы на стороне девушки в этой ситуации? У меня для нее 2 новости, хорошая и плохая. Так. Плохая, что все ее деньги и сбережения ушли на игровой компьютер. Хорошая, ей можно найти нового нормального жениха. Очень жизнеутверждающая, Ян. Круто. Спасибо. Но ты осуждаешь действия этого парня. Осуждаю, не одобряю. Спасибо большое. Так, Егор, тоже красный флаг, считаешь, парень не прав. Олег тоже считает. А вдруг он вложил деньги и в свою карьеру в будущем вдруг он вот стрельнет, как киберспортсмен? Но в любом случае... Нужно говорить. В любом случае, я думаю, что нельзя так в соло ее долю тратить и тем более так полностью Вы бы так не затворническую поступили жизнь. никогда? Нет. Взял бы Platinum Baby Russian. Какие все молодцы, какие молодцы. Это просто изначально очень слабая жизненная позиция с ее стороны, в моем понимании. Типа, если она уже... то есть, очевидно, она же говорила свои недовольства, и он просто не послушал, значит, им просто не по пути. А как выбить деньги из него сейчас? Деньги, я думаю, это уже как бы второстепенно. Главное просто обрубать, так сказать, концы. На счетчик поставить. Это уже какие-то... Бандитские движения, да, Бандитские. согласна. Олег, ты что молчишь? Да не знаю, просто странная ситуация. Они не обговорили ничего, он в соло все сделал. он просто принял такое решение, да? Решение, максимально странное, вот. В целом мы сошлись на красном флаге, что в целом это красный флаг, да? Однозначно. Следующий. Хорошо. Мы с невестой вместе 4 года. Оба любим активный отдых и походы. Я вообще не геймер, у меня даже нет компьютера. Недавно на отдыхе с друзьями мы ударились в ностальгию, и я в шутку вспомнил, как в детстве круто стрелял по уткам в Duck Hunt на старой Nintendo. Реакция моей девушки меня шокировала. Она мгновенно замкнулась, а дома устроила скандал. Она на полном серьезе заявила, что я проявляю психопатические наклонности, раз получаю удовольствие от убийства животных, пусть и пиксельных. По ее мнению, это первый шаг к насилию в реальном мире, и теперь она всерьез говорит, что находится со мной в опасности. Она ушла к подругам, а ее окружение обрабатывает мне телефон, не понимая, что произошло. Я в полном замешательстве. Это выглядит как какой-то нелепый пранк, но она настроена серьезно. Стоит ли мне пытаться что-то объяснить, или это красный флаг такого размера, что пора собирать ее вещи? Стоп, а это он рассказывает или она рассказывает? Он. Это он рассказывает, да? Да, это он стоит рассказывает. собирать все вещи. Собирать вещи, думаешь, да? То есть девушка красный флаг. Он спрашивает, а красный флаг? Да. Duck Hunt — это игра, где убивают уток. Но я в нее даже играл, наверное, когда мне было лет 6. Вот, ты играл в нее, когда тебе Да. было 6 лет. Ты проявлять насилие начал после этого? В тот же день. Увидел утку? Да, сразу Сразу пошел искать утку, не нашел. Так что все обошлось. А ты на кого свои силы, когда утку не нашел? А я берегу их. До следующей встречи. Ну а вы как думаете, формируют игры вообще какое-то агрессивное отношение потом в реальной жизни? Не знаю, у меня была история в детстве, что я играл нон-стоп, по-моему, «Битва за Средиземье» была игра про «Властелин колец».
И когда я играл в нее часов по 10 подряд, потом мне снилось, что меня вот все-таки орки где-то достают, выгоняют меня из башни, и это большая очень проблема. Я вот просыпался и думал, как мне это предотвратить. Но как Блин. только я стал играть чуть меньше, орки перестали преследовать. Олег, скажи, пожалуйста, ты агрессивный? Не, я думаю, наоборот, все игроки, наоборот, все такие очень добрые, поэтому, думаю, не решают, что ты там играешь. Я еще хотел добавить насчет того, насколько игры подталкивают к насилию. В моем понимании это очень сильно от человека зависит, и чтобы... Ну, то есть такое крайне возможно, но если у человека уже должны быть изначально какие-то... Наклонности. Психопатические наклонности. То есть, допустим, сверху он играет там много в какую-то... Ну, допустим, Counter-Strike, да? То у него могут начаться какие-то еще сильнее отклонения. Согласна. То есть, если в целом человек изначально А если челом ментально адекватный, нездоров, то, очевидно, нет. Да, то есть там, если он изначально нездоров, даже 3 в ряд, как игра может его с ума свести, он пойдет убивать. 3 в ряд? Ну, в котором мамы играют, где шарики надо вот так в одну. Ребят, поживитесь мое. Нам 35 и 39 лет, мы вместе почти 7 лет. Мы оба заядлые геймеры. И именно на этой почве когда-то познакомились. В апреле я скачала новую игру, которая буквально изменила мою жизнь. Последние годы я была в глубокой апатии, а этот проект помог мне из нее выбраться. Я нашла активное комьюнити, начала рисовать фанарты и даже делать косплей. Наконец-то снова чувствую радость. Я предложила парню поиграть вместе. Он купил копию и пообещал пройти ее позже, но взял с меня слово, никаких спойлеров, вообще ничего. Я согласилась. Прошло полгода, но он так и не прикоснулся к игре. При этом у него куча свободного времени, он сейчас без работы и за это время прошел 3 других тайтла. Но он продолжает стоять на своем, я не имею права обсуждать игру дома. Он ругает меня даже за мемы с скриншотами, в которых нет спойлеров. Месяц назад я хотела посмотреть концерт с музыкой из игры, и он отправил меня смотреть его в машину, чтобы он случайно ничего не услышал. Мне приходится ходить в библиотеку, чтобы рисовать фанарты, потому что он боится их увидеть. Я завожу новых друзей в этом комьюнити, планирую поездки на фан-встречи, но чувствую себя отвергнутой самым близким человеком. Мы как будто живем в разных мирах. Я хочу поставить ультиматум. Либо ты садишься играть в ближайшее время, либо я перестаю ходить на цыпочках в собственном доме, и если ты услышишь спойлер, это твои проблемы. Как вы считаете, это справедливо спустя полгода ожиданий? Red Flag. Да, Егор? Red Flag — это парень. Ну, автор прав. Автор прав. Хорошо. Я вот в смятении чуть-чуть. Желтый, да? Желтый, потому что, как оба заядлых геймера должны понимать друг друга, и если это сложная игра с неожиданным сюжетом, то, конечно, спойлеры, они испортят все удовольствие. Но можно уже, в принципе, включить и пройти. Она говорила же вроде даже, что она немного как-то, типа, ее... Там про нее что-то заговаривает, и сразу ее выгоняют. Уговорили оранжевый. Ты смешал. Олег, ты что думаешь? Он как-то слишком сильно реагирует на это, что вот нельзя. Но и она будто тоже может как-то к этому проще относиться и как бы не реагировать на это сильно. Пусть и он, да, ничего не делает, и она пусть проще относится. То есть ты им обоим говоришь, успокойтесь, ребят. Ну да, будто слишком, неважный вопрос в жизни. Я так для нее это очень важно. Это важный вопрос, если ты уже выходишь на форум, спрашивать мнение. Нет, так она же объяснила, что эта игра, типа, вернула ее там, удовольствие к жизни и так далее, что для нее она очень помогла. А вам не кажется, что уже в целом в отношениях что-то не так, если она чувствовала себя мертвой внутри? Что вот ей понадобилась какая-то игра, я подумал тоже, чтобы когда вернуть я это себя к услышал. жизни. Как будто бы надо бросать этого человека. Что она уже 2 года... Нет, так непонятно, в этой конкретно до этого еще непонятно именно, когда у нее апатия уже пару лет, что это, его вина или, ее. Мы же не можем во всем обвинять. Мы не можем его во всем обвинять, но Без хочется. доказательств. У нас мало информации. Это апатия просто потому, что в жизни так складывается, или потому, что отношения так складываются? Да, Про возможно. это, кстати, ничего не говорили. Мы можем, паттерн у нас есть, мы можем предположить, что ее молодой человек очень ревнив в плане ее интересов. Может быть, до этого мы такие повторялись. вещи не можем прям... Такие догадки. Мы ничего не можем Из знать, того, что я действительно. слышал, он просто не хочет спойлеров в какой-то игре, для которой он, видимо, Которую он не хочет особый период своей проходить. жизни оставляет. Он Может быть, не хочет и ее проходить ее особо не хочет, но и спойлеров. Милые бронятся, только тешатся. Ладно, короче, давайте на... Да, Нет тут решили. единства. Да, нейтрально относимся, обоим нужно чуть-чуть Ну почему? поработать. Оранжевый, как я понимаю, а у тебя Желтый. какой? У меня желтый. Желтый. Желтый.
Красный. У меня скорее желтый, конечно, чем оранжевый. Ну, пусть будет оранжевый. Посерединке сижу. Мне 25, парню 24, мы вместе 3 года. У нас абсолютно разные вкусы. Я люблю шутеры и сюжетные игры, он выживалки в открытом мире. Я работаю ученым-исследователем по 40 часов в неделю. Он учится в магистратуре и не работает. Проблема в том, что он заставляет меня играть с ним в ARK, Survival Evolved, в режиме PvP. Я ненавижу этот режим. Он требует, чтобы я играла все выходные напролет, с момента, как я прихожу с работы, и по 5-6 часов до ночи. Он безумно амбициозен. Если я делаю что-то не так, умираю в игре или порчу геймплей, он начинает орать, доводя меня до слез. Последние месяцы каждые наши выходные заканчиваются моей истерикой. Когда я пытаюсь поговорить, он говорит, что это моя вина. Мол, я не смотрю стримеров и гайдов в будни, чтобы играть лучше. Недавно он чуть не расплакался от злости из-за того, что я отошла в туалет и залипла в телефоне на 7 минут. Он называет это отсутствием фокуса. При этом играть в одиночку он отказывается. Если я сажусь в свои игры, он тут же заходит ко мне и все время ноет, что ему скучно, и через пару раундов требует переключиться на что-то другое. У меня с ноября начались проблемы с сердцем, и мне нельзя нервничать, но он будто не замечает, что игра и его поведение вызывают у меня дикую тревогу. Он убедил меня, что если я буду тратить больше сил на игру, проблема исчезнет. Как объяснить ему, что мне нужно пространство и право играть во что-то отдельно? Я думаю, мы единогласны тут будем сейчас. Первый скилл и третий. Это какой-то нереальный, Не знаю. нереальный бред услышал. Ну да, это Ну ладно. какая-то ситуация. Ну, в жизни всякое бывает. Жизнь как-то богаче наших Да, дней даже сложно представлений, как как-то- известно. Да, здесь Красный флаг. сложно, да. Я вообще не советую в это играть. Сложно как-то вообще Играйте в даже на доту. это реагировать. Это даже настолько трэш, что ты красный флаг не готов поднять. Да? Просто руки Круто. опускаются и не могут поднять Но красный это флаг. типа, мне сложно поверить, что это в реальной жизни происходит. Просто мы его осуждаем. Нельзя заставлять никого. Молодец, Олег. Олег, Все Олег топ. правильно. Плюсую. Так это... А, ну ладно. Ну, то есть мы тут как будто можем Показывать в дать игре. совет ей уходить из этих отношений, тут как Конечно. будто бы однозначно. Конечно. Да. Ну, все, девочка, уходи. Мы же не знаем ее контакты. Да. Ариана с тобой свяжется. Я с тобой свяжусь. Аноны, у меня появился план, как завести тянку. Нужно создать себе имидж супергероя. Сделать костюм, пару раз засветиться, распустить слухи, что на страже моего города встал один отважный герой. Дальше знакомишься с тянкой, в определенный момент начинаешь вести себя загадочно, неожиданно пропадать, оставлять подсказки, чтобы она сама догадалась, что это ты. Так как это очень круто и необычно, она 100% захочет тебя. Девушкам нравятся особенные, в скобочках, экзотичные парни. В крайнем случае можно попросить знакомого похитить тянку, чтобы потом ты мог ее спасти. Для этого придется еще сделать злодейский костюм. Бой с другом можно отрепетировать заранее. Думаю реализовать план следующей весной. За зиму нужно придумать историю, сделать костюм, купить крутые гаджеты, немного подкачаться и все продумать хорошо. У меня есть 300 накоплений. Надеюсь, их хватит, чтобы цеплять тянок. Что думаете? У меня ощущение, что это вот парень предыдущей девушки вот эту проблему написал. Нет, это человек, который посмотрел в первый раз «Бэтмена» или «Человека-паука». В сознательном точно, возрасте. Да, это точно он. Блин, согласна. Взрослым людям, у которых уже есть 300 на счету, нельзя впервые смотреть. Это какой-то бред уровня 13 лет, если честно. Мне кажется, это троллинг. Такой, ну... Чувствуется, такой да? забористый, Ну, нехитрый. я тоже думаю, что Да. это типа не прям чел на полном серьезе. Зеленый флаг по цвету троллинга. Ну что, как будто даже если вот пофантазировать и представить, что это правда, Ну, как чел будто троллит. безобидное все равно. Ну, Абсолютно чувак, безобидная, но вот тролли обычно бывают зеленые, правильно? но, может быть, мы дадим ему какой-то совет, этому парню, если он существует, что-то изменить в его стратегии? Или вы считаете, она в целом Не, она рабочая? великолепный план. Просто Уже есть доказательства, что такое надежный, было. как швейцарские часы. Хорошо, хорошо. Я согласен с Яном. Плюс-плюс. Вот так вот. И самое такое авторитетное мнение. Ну, это одна из моих самых любимых задачек, можно сказать. Буду краткой. У меня будут мальчики-близнецы. Мы с женихом договорились, что я выберу их первые имена, а он вторые. Я выбрала 2 милых, обычных имени, которые, как мне кажется, будут хорошо сочетаться с его фамилией. Он выбрал имена Бэтмен и Спайдермен. И он абсолютно серьезен. Он говорит, что всегда планировал дать такие имена своим детям, и что считает, что любой маленький мальчик будет в восторге от того, что его второе имя в честь супергероя. Мой вопрос состоит из 2 частей. Насколько плохо будет, если у наших сыновей будут такие глупые вторые имена? Будут ли они на это обижаться? И второе, стоит ли это полноценного скандала? Я определенно считаю, что он ведет себя как идиот.
Но я должна просто смириться с этим, или мне стоит попытаться его остановить? Ну, вообще, по-моему, речь идет Я помолчу. Речь идет, наверное, о какой-то западной культуре, где вообще Да. в В Америке. условно, да, то есть там, где дают вторые имена, и иногда вообще, я недавно узнал, есть такой шахматист, его зовут Wonder, типа чудо, да, и у него есть брат A Dream и сестра A Miracle. Но вторые имена у них другие. Это важный вопрос. Ну, это он говорит именно про вторые имена, вот насколько я... Вторые имена — это патроним, это не отчество, но это патроним, Да, как правило, это вот да. у Хикару, насколько я знаю, есть имя вот второе Кристофер. Да. И вот это, ну, то есть в этом и даже немного суть этой истории, то, что это вот, знаешь, это имя, то есть оно, то есть прям напрямую на твою жизнь, насколько я понимаю, ну, не влияет именно настолько сильно. Ну, то есть ты в школе же, он же не представляет в школе Кристофер Хикару Накамура. Если Он что, типа Хикару Накамура. малоизвестный факт, что вот Магнуса, ты, наверное, знаешь, да? Да. Его зовут вообще-то Свен Магнус. И Свен — это первое имя, Магнус — второе. Ну, вот как бы так и не решили, потом осталось, как бы из двух он оставил Магнус. Реально? Да, И он да. типа изменил? Нет, ну просто вот два имени, как бы вот Свен Магнус. Он не Магнус, он Свен Магнус, если что, в паспорте. Да, я думаю, ну, если она придумает мое имя, а он типа второе, то, А если это Бэтмен и Спайдермен, нормально? да. Хотя прикольно, наверное, это тоже только когда твои документы будут видеть. Какой-нибудь СНИЛС, если у них есть СНИЛС. Я Люди думаю, будут- в целом нормально. Представьте, у вас совместный... Ладно, не у вас, хорошо, у Оу. каждого... Лично у Спайси. каждого из вас появился ребенок. И вот такая же ситуация. Ваша жена говорит, я придумаю первое имя, второе имя, отдаю тебе свободу полную. Я думал, что будет Иллидан и Малфурион. Это вот мне, как фанату Варкрафта, было бы ближе. Так что да, я бы точно поднял бы зеленый флаг, а вот так пока что Но так мы желтый. узнали, какой middle name ты бы дал своим близнецам. Нет, Да. нет. Не такое бы дал? Но я бы понял, если бы кто-то так сделал. Кристофер Мейн. Был бы лор какой-то за этим. Как научиться жить мужчине или парню за счет женщин? Не секрет, что у нас много всяких девушек и женщин-содержанок, когда богатый дядя дарит квартиры и машины. Не поверите, но в Москве таких вот девушек на дорогих авто и дорогих шмотках огромное количество, особенно в центре. И вот если разрешено жить так девушкам, можно ли так же жить парням? Осуждаете ли вы это или одобряете? Ведь неплохо, например, если парню до 30 побыть на содержании, а потом, например, получив 3 квартиры в Москве, их просто сдавать. Хороший пассивный доход. Вообще, возможно такое, чтобы женщины содержали мужчин. Как правильно назвать парни-содержанки или альфонсы? Как думаете, как прийти к такому успеху? Ну, чисто мнение женщин, интересно. Если что, сам студент, учусь и подработка. Свободного времени пока мало. Он просит ответить женщин, но... И мы давайте. просим ответить женщин. Пока ты не дочитал до конца, я думал, что вот парень еще не заглядывал в словарь и не знал, что есть слово «альфонс». Но, оказывается, Да. это слово он тоже знает. Так что я Знает, даже не знаю, знает. что здесь можно добавить. Так что просим ответить женщин. Одобряете или не одобряете? Можно или не можно? Пожить на содержании до 30 лет, потом 3 квартирки в Москве. Ну, есть разные варианты социальных взаимоотношений, это один из них. То есть, что обоим нравится, то, как известно, не возбраняется. Но я, кстати, я согласен, что, ну, типа, есть как бы такие люди, но это ж по факту, ну, как типа, содержанки, вот, живут. Мгм. Альфонсы. Если бы сейчас Альфонсы. появилась какая-то женщина, сказала, все, ты не работаешь, ты можешь не работать, зай. Просто сиди, будь моим красивым мальчиком. А в доту можно играть? Чуть, не так много, как ты это обычно делаешь, не так много. Это личное дело каждого. Я вот пока сам справляюсь. Спасибо. Спасибо, Ты шахматам. отказываешься. Спасибо, но какой у тебя Инстаграм еще раз? Да нет, я думаю, неинтересно, если все есть. Нужно самому это То есть этому получать. парню бы ты тоже порекомендовал, слушай, иди-ка самореализовывайся. Не, я думаю, тут как кому в кайф больше. Но вот именно мне, не Тебе не интересно. кайф было бы. Ну нет. А если- Только до 30. Немножко потерпеть, а потом уже будешь все добывать сам. Он просто Хорошо. странный. Ну, у в меня. целом, Просто он так хочет, да? да. Все три показываю. Не знаю, какой выбрать. Я даже не знаю. Просто странный. Все, хорошо, но я согласна. Странный чувак. Конкретно я бы так не делал, ну, потому что, вам понять, деньги не должны быть самоцелью, ну, и не все сводится к финансам. Мне кажется, ты так делаешь каждую игру. Понимаешь, ты приходишь как бы с саппортом, с пятерочкой на линию, и как бы каждую игру вот так делаешь, и ждешь, пока вот как бы 30 лет наступит, 30-я минута, и ты всех убьешь. Вот. Мне кажется, это вот просто твое амплуа в Так доте. это роль пятерки. Нет. Пятерка — это как бы женщина, которая тебя обеспечивает.
Понимаешь? Да. Нифига тут аналогии. Конечно. А на 10-й минуте ты уже, ну, как бы, да, уже 3 квартиры, как бы, есть, там, я не знаю, там, 5 слотов, 3 квартиры, и все, пошел. 1х5. Ну, я вот вчера решил просто без войса пофармить на ПЛчике. Угу. На 15-20 минут меня уже снесли. То, что происходит каждый Видишь, раз. что происходит, когда нету вот этой... Нет, это что происходит каждый раз, когда ну, я просто вот таким решаю побыть. Парень стал друидом. Девочки, прошу вашей помощи. Живу вместе со своим, нам по 20 лет. 2 года назад, когда съехались, был абсолютно нормальный, современный. Сейчас он просто шизел. Начал увлекаться всякой древностью, отрастил бороду и волосы, перестал пользоваться соцсетями. Читает книги про древних славян, викингов. Компьютером пользуется только, чтобы поиграть в игры, связанные с такой же тематикой. Какие-то там ведьмы у него, драконы. Пить перестал вообще. Развел на балконе ебаный ботанический сад. Постоянно твердит мне, что нужно беречь природу. Нельзя даже мясо есть раз в месяц, блядь, потому что это грех. Единственный плюс, что он мусор сортирует. Не знаю, бросить его или нет. Так-то он красивый, мускулистый, но его бешенство меня выводит из себя. Хэштеги друид, парень, отношения. Не знаю, я в восторге с этой проблемы. А разве это проблема? Мне кажется, все идеально. Давайте решим флешки. Парень, red Если flag, только green он flag. друид, а она некромант, тут будет очень сложно, как бы, да, им как-то застакаться. Но в остальном, мне кажется, это все высосано из пальца. Парень топ. Парень топ. Конечно. Ты бы жил с таким. Олег? Базировано абсолютно. Не, ну я считаю, что им по 20 лет, поэтому ну, у него появился какой-то новый интерес, либо там он что-то осознал в своей жизни, поэтому это нормально. А если ей это не нравится, ну, можно, ну, расстаться. Ну, я бы, типа, такой желтый, но в целом я согласен с Олегом, что ну, люди, это нормально во время отношений менять свои взгляды и развиваться. И это уже в этой ситуации конкретно ее выбор, что она с ним остается. Но из того, что ну, то, что он там перестал пить, и то, что он делает, каждый человек как бы сам решит свою судьбу. И это, типа, У вас какие-то перекосы были такие, что вы его становились выбор нормально. другими в отношениях? Глобально Раньше. нет, но вообще, мне кажется, нормально в отношениях подстраиваться под партнера до каких-то разумных границ. Я думаю, да, ей нужно подождать, пока он чуть-чуть перебесится, и останутся только вот такие легкие флеры прошлого друидства. Ну, либо если ей уже полностью не нравится, в какую сторону он идет, просто как бы пойти своей дорогой. Здравствуйте, люди добрые. Мне 47 лет, мужу исполнилось 44. Недавно купили новый компьютер. Муж сказал, для работы надо. Все было хорошо. Видела, как он там статьи читает, работает. Через пару недель начала замечать, что что-то не так. Муж всю ночь может сидеть в этом компьютере, а я одна засыпаю, без ласки и любви. Решила одной ночью к нему зайти, посмотреть, чем он там, мой муж, так занят, что даже супружеский долг уже месяц не исполняет. А у него там на этом самом компьютере какая-то Dota 2 открыта. Ну, а я женщина не промах, закатила ему истерику, мол, что это такое? Какие-то монстры бегают, стреляют и кричат. Я так разозлилась, что выдернула провод от компьютера. Он на меня матом сразу как заорет. Девочки, я в этот момент до речи потеряла. Он у меня всегда молчаливым, спокойным был, а тут совсем на себя не похож. Что-то про киберспорт кричал, говорил, богатым станет, с работы уволился. А он у меня рукастенький такой, работал на братском алюминиевом заводе. Девочки, подскажите, что делать? Тоже с работы увольняться или прогорим? Пахнет копипастой. Сильный троллинг. Пахнет копипастой. Вы думаете, а я почему-то Игнорю. верю, что такое может быть. Конечно. Игнор. Игнор копипасту. Игнор? Это не похоже на кризис среднего Ну, возраста? либо вот так. Похоже на копипасту. Вы такое читали уже где-то? Ну, я такой слышал, вот от тебя, например, только что. Ну, это Но классическая я тебе копипаста. советую, Ариан, тоже, типа, увольняться и с ним в киберспорт. Да, кстати. Увольняться из киберспорта? Да. Не, я слишком Наоборот, стара, мне не киберспорт 47 Нет, лет. так это не важно, возраст. С завода и в киберспорт, правильно? Возраст в киберспорте не важен. Да. Окей, ну вы считаете, что это нормально, и вы не поддерживаете эту женщину в том, что она в истерике? Я считаю, что это троллинг. Блин, Может, а как я вы считаю. умеете чувствовать это? Мне кажется, до братского алюминиевого завода все было неплохо. До как бы. братского я А вот стою- братский алюминиевый завод, это, как бы, знаешь, Нет. это выдал, как бы. Не, ну до братского там Кто-то тоже были выдавал флажки. маркер? советского разведчика, да? Там до То ли братского, автомат ППШ, то ли Буденовка. до братского флажки были тоже, но вот братский он уже все на свои места расставил. если Просто, честно. ну, мало кто знает, что Егор на самом деле из Братска, и там алюминиевый да. завод 10 лет как закрылся. Нет, ну я до доты, типа, с алюминиевого завода. Ну, я Заводчанин. думал, все Заводчанин. знают. Так, давайте быстрые тейки. Это блиц-анализ.
Я буду вам говорить короткие факты о гипотетическом потенциальном партнере, и вы должны резко поднять флаг. Это красный флаг, зеленый флаг. Первое. Девушка играет в Dota 2 на рейтинге 2000 ММР. Желтый, зеленый, зеленый. Почему желтый? Слишком мало. Слишком мало, согласен. Тебе нужно более Да амбициозно. нет, если думать, то на самом деле ничего в этом такого нет. Изначально я бы просто не хотел, чтобы моя девушка прям играла в доту, Не хотел бы? да, но А почему? я бы сказал, обстановка, которая в доте, тем более на лоу ПТС, она не супер, в моем понимании, благоприятна для психики девушки. Я вообще не соглашусь, я вот играю как бы на лоу ПТС. Очень Я играю, интересно. у меня есть аккаунт друзей на хай ПТС, есть на мидл ПТС. Разницы вот никакой как бы нету, но единственное, что на хай ПТС супер токсично, а на лоу ПТС вообще всем все равно, что происходит. Просто люди с завода заходят поиграть и им братского получить алюминия. хорошее, как бы, ну, с братского, да, ну и не только с братского, да. Вот. Ну, просто из того, что я видел, ну, в доте относительно там каких-то других игр довольно токсичная все-таки комьюнити. Болеет за команду главных твоих соперников. Ничего себе. Красный флаг. Желтый? Олег, так, объясни. Возможно, она фанат там с детства, я не знаю. Ну, то есть, допустим, ты играешь в Авроре, Она болеет за Яндекс, и вот вы Ой-ой-ой-ой-ой. играете против Яндекса, она Причем, болеет за знаешь, Яндекс. жестко болеет. Она в ТикТок эдиты делает. И она там, да, выкладывает в Инстаграм, в ТикТок, что вот, типа, Яндекс вперед. Давай, Олег, на фите, давай, на линии, там раза 3 хотя бы там. Ну, Ну, типа, такое пойдет, да? такое, не знаю. Ну, пойдет. Тут бы ты уже сказал ей, я твой мужчина. Я думаю, это уже перебор немного, но да. Хорошо. Играет в League of Legends. Красный. Зеленый. О, тут вы жестко разошлись. Зеленый. Зеленый, да. А ты играл в League of Legends? Я не играл, но why not? Ну, типа, Блин, какой ты принимающий, Олег? Ты был в терапии? Ты очень проработанный. Не без шуток говорю. В доту играл, Дота причем тут терапия, как бы, просто играл в доту. Это уже достаточно. Знает все правила. А ты не поднял? Я не знаю, либо Желтый? типа, желтый, либо... Ну, короче, скорее ближе желтый. Почему у тебя категорически красный? Просто олдскульный дотер, в отличие от этих новичков. I got it. Играет в пати с другими мужчинами. Насколько вы ревнивые? Зеленый флаг. Зеленый флаг. О-хо-хо. Блин, я тебя перехвалила. Вон, Олег, блин, только сказал, что ты проработанный. Ладно, но я без осуждения. Почему красный? не, ну, именно в пати. Ну, в пати странно. Вот играть там в игры с кем-то. Там в Дискорде сидеть. Ложится спать ровно в 23:00 и требует выключать компьютер, потому что ей мешают спать щелчки мышки и подсветка системного блока. Зеленый флаг. Желтый флаг. Да, колеблемся. И Егор. В целом, как будто компромисс тут можно найти. Красный флаг. Почему красный? Если, ну, спать ей нужно. Не, ну просто вообще ситуация очень странная, что они как бы в одной комнате живут, и О, всё ты с такое. такой позиции зашел. Типа, зарабатывайте больше, ребят. Надо Могла бы снимать. уже купить трехкомнатную квартиру нам, в конце концов. Не, ну просто это странно так категорически ставить какие-то такие условия прям с такой позиции. Типа всегда можешь же обсудить и ну, там уже к чему-то прийти общему. А А не вдруг, прям ультиматумы ставить. Вдруг они в разных комнатах, просто, насколько я знаю, щелчки мышки, их можно вообще услышать за несколько километров. Да, честно говоря, с другой планеты их слышно, чего уж там. Мы Ну, ж можно так купить общаемся. беруши и маску для сна, кстати, норм тема, но на самом деле сон — это святое. Я вообще уважение за такой режим. Олег? Ну, я считаю, что это, ну, нормальный запрос. Но, условно, если это твоя работа, вот, играть там в компьютер, то ну, нужно к чему-то прийти, вот. Всерьез шиперит тебя с тиммейтом по мемам из ТикТока? Всерьез шиперит. Возможно, даже ревнует, я бы добавила так. Еще раз. Что Всерьез, она что она делает? делает? Всерьез шиперит тебя с тиммейтом. Переведи, пожалуйста. Красный. Сидит в ТикТоке уже как бы... Ух ты ж. Окей. Шучу. Ладно. Сидит в ТикТоке желтый, подозрительная активность. Я С шиперингом уже на красный. ТикТоке сейчас миллион отменят. Я об этом не узнаю, потому что меня нет в ТикТоке. Я тебе советую не злить этих девочек. Так, у тебя какой? Желтый? Не, у меня красный. Красный. Так было странно. Желтый. То есть ревность к тиммейту вы не поддерживаете. Постоянно сравнивать тебя с более успешными игроками.
Красный флаг, Олег. Ян. Не очень. Красный флаг. Не очень. Согласна. Это очень неприятно. Говорит, что твоя карьера закончится к 30, и пора искать нормальную работу. Красный. Красный. А что делать, если мне уже 35? Какой флаг мне поднимать? Она тебе говорит, тебе надо было до 30 найти Ну нормальную это... работу. Часто слышишь Что такое? упало, то пропало. Вы часто слышали такое вообще? Уходи шахматы, иди на завод. Она тебе говорит. Я такого не слышал. Ну, звучит странно, так что пусть будет красный на всякий случай. Не знает ни одного твоего сигнатурного героя, хотя вы давно вместе. Зеленый. То есть вы можете допустить, что она вообще не погружена, и в целом ей норм с этим, и вам норм с этим. Да, совершенно нормально, если просто. Все, окей, зеленый. Ну, типа желтый. Желтый. То есть хочется чуть-чуть все-таки понимания, чтобы было. Ну, просто немного странно, что если вы прям в отношениях, что она максимально игнорирует, типа, то, чем ты занимаешься, но в теории, типа, если там, она 10 из 10 в другом, то тебе окей. Она 10 из 10, но не знает твоего сигнатурного героя. Она все еще 10 из 10 или уже 9 из 10? Ну, типа, не 10, но пойдет. Все. И Спасибо. концовка, да, что с вами? Всем спасибо за просмотр, ребят. С вами был Nightfall, Ян и Кори. Пишите комментарии, ставьте лайки. И среди тех, кто напишет комментарий, мы разыграем 2 арканы.